таким образом 3 часа мы сидели тупо на сумках. В общем, итог такой, что я заказал обратно, позвонил таксисту, говорю, все, давай в течение часа приезжай обратно, забери нас отсюда, потому что мы не можем тупо сидеть просто в комнате, смотреть телевизор. Без этого такси мы в этой пустыне, как поняли, кто без кого. Он прям летит к нам. Короче, сейчас почти 7:30 мы уезжаем. Решили там не оставаться. Едем в другой хостел. У нас знакомый, у него, получается, есть хостел совместно с кем-то. В общем, нас туда приютят и дадут остаться нам там до вечера. Не до чекаута, до 12, а до вечера, потому что у нас поезд будет вечерком. С этой гостиницы едем, короче, сейчас обратно к Ляби-хаусу в старый город. По дороге заехали в турецкую теплицу. Здесь вроде как выращивают и бананы, и всевозможные овощи, фрукты. Скорее всего, фрукты. Детям просто решили показать. Они же в городе никогда не видят, как вообще фрукты эти растут на ветках. Мы до этого были у друга в огороде. У него росли яблоки. Им это понравилось. Поэтому сейчас посмотрим. Сейчас уже 8 часов, однако же народу много. И именно с вечера, по-моему, они стали приходить. Здесь, помимо всего, у них, я так полагаю, типа кафешки. Кафешка, да. Кафешка. Смотрите, как красиво. Люди сидят на столиках. А вот и бананы. Мишель, папа, бананы кенги. На деревьях что растет, непонятно, названий нету. Вот все, что я знаю, это только бананы. Кстати, бананы срывать нельзя, обезьянам 1 000 000 штраф. Здесь, короче, сделали вот типа таких тропиков. Здесь всегда вода. Такой корейский микроклимат. Ты прям чувствуешь, что здесь душно, как у нас в Корее. Очень влажно. В общем, по температуре здесь очень душно, так же как в Корее, скажем, такие тропики. Больше здесь что-то посмотреть, по-моему, нельзя. По-моему, нечего. У них здесь параллельно проходят, видно, какие-то занятия по агрокультуре. Единственное, то, что поражает, это вот прям размеры, вот прям до туда, но, блин, не знаю, сколько метров. Короче, очень далеко. И вон до туда, вот сейчас я в середке сижу, встаю. Очень большой гринхаус. И эта теплица, я так понимаю, она как лаборатория. Они проводят здесь, видно, какие-то исследования, поэтому здесь много стоит разных и компьютеров, и столиков, как будто они изучают что-то, как будто они кому-то что-то преподают, что-то в виде класса. Есть пустые коробки от помидоров. Походу они здесь что-то выращивают и также, по-моему, продают эти помидорчики. Как будто они что-то здесь изучают, но если посмотреть, компьютеры, они даже не подключены. Нет компьютер, не тот компьютер. По-моему, компьютеры здесь для видимости поставили, как будто они проводят какие-то лабораторные испытания. Компьютеры с той стороны также и с этой стороны. Подскажите, как называется вот такой рис? Ребята принесли рис. Я говорю, что рис недоваренный. Ну, нам принесли рис в самом конце трапезы. Я говорю, рис недоваренный. Он прям, крошится. Либо это какой-то такой сорт непонятный, либо это доваренный. По-моему, они торопились. Но это у нас обычно, когда мы готовим рис, на самом верху такой рис остается. Недоваренный.
Но по многим тротуарам ходить очень неудобно, потому что многие почему-то решили, что на тротуаре можно парковаться. Что там, что на той стороне. Мы с той стороны сюда перешли, чтобы здесь пройти. И здесь тоже чувак поставил автомобиль. При том, что у него спереди еще есть место, он может двинуть его туда. Вот как приходится обходить, выходить на дорогу. Мы с детьми. Вот мы хотим пройтись по теньку, а в теньке все поставили свои автомобили прямо на тротуаре. Ему надо, чтобы его автомобиль находился в тени. И неважно, это тротуар, не тротуар. Есть такие магазинчики. Только не drive-thru, а walk-thru. Можете взять с собой что-нибудь поесть. 예? 그러면 휘늘로 가자. 이렇게 가고 이렇게 가자. 아주 магазинчик мороженого называется Мандо. Внутри имеется кондиционер, но не разрешают кушать внутри. Стоят столики на улицу. Придется есть под солнцем. Так, мороженки, милкшейк, он прям готовится не из какого-то такого супа, который они просто заливают. Вот прям я смотрю, парень закинул мороженое из мороженки. Поэтому здесь милкшейк прям настоящий. Это отсюда ты начинаешь мыться или что? Нет. Это как называется? Хамом или что? Это хамам, да. Хамам. А здесь специально света нету? Здесь никогда не было, вот здесь сделали. Вот здесь обычно никто не сидит, вот здесь в основном парится. Вот здесь сидишь, паришься. Блин, я только что искупался. Там горячая холодная вода, там набираешь в тазике и здесь вот моешься, короче. Это тебя здесь омоют? А здесь это что делаешь? Здесь просто сидишь, валяешься. В смысле, теплый пол или что? А там вообще горячо. Вон, те эти вообще горячие. Здесь тоже комнатка. Здесь прохладно, да? А, ну здесь они, видно, что-то еще делают. Реставрация. Здесь такие комнаты. Вот самое горячее. Здесь О, блин. Уже не здесь было. прямо на камнях лежишь, здесь вообще горячо. Вот это горячая вода, а вон там холодная вода, вот краник. А где вода? Вот за этим. Это горячая? Горячая. Вот холодная вода. Горячая, да. Смотри, вот синяя. Там. Туда, смотришь. Четко, четко, Рукой конечно. тронь. Спокойно только. О, горячо, горячо. Здесь, по-моему, в тапках надо зайти. Здесь ты босиком не зайдешь. Да, там как заходишь. Там точно так же, да? Здесь мы обычно этот трусы выжимаем, короче, выходит. И сколько это удовольствие стоит? 50 тысяч. О! Ребята привезли нам пивасик. Это все разливное. Это у нас цветочная, мятовая какая-то штука, непонятная. Зеленый эль. Вот такая зеленая, похожа на... Не надо говорить. Похоже на... Не-не-не. Тархун. Тархун, да. Точно. Ну это пиво. Ну это пиво. Так. Потом у нас
какой-то лагерь американский и И Хугарден. Хугарден. Это мы попробуем позже. Вот это интересная штука, потому что я первый раз вижу зеленое пиво. Вот здесь. Освежающий, она не может понять. Я просто по цвету хочу, чтобы она была сладкая, потому что я смотрю как на тархун. У И- тебя рецепторы Да, и работают у меня сладкие. раз что-то такое. И раз пивом, да? Вкусите острым. Не, вот этот васаби он не пробовал. Она говорит, зубная паста. Зубная паста? Туз паста. Так, Мишель говорит, что это просто зубная паста. А ну что, у тебя острые не ест, что ли? Да, не так не кушают. Ну, значит, слишком... Васаби нет, классная. 이거 맛있어요. 곱씹. This is tasty. 네, 네. This is very, very hot. 예. Спасибо. Короче, это ребята рекламировали крафтовое пиво. Такая зеленая штука. Но у меня рецепторы, они воспринимают именно как тархун его. И поэтому, когда ты начинаешь пить, думаешь, блин, что-то как будто сахара нету. В общем, мы едем на поезде до Ташкента. Это ночной поезд. Он отправляется в 9 и приезжает аж в 6 утра. Мы решили ехать в купе, потому что дети захотели. Я им пообещал. Таких поездов у нас нету. Купе. Но я не знал, что он будет без кондиционера. Хорошо, что у нас есть окошко. Но у нас сейчас другая проблема. Вот видите, вон ту вентиляцию. Крис попытался поймать комара. Он ударил рядом с этой вентиляцией. Здесь все абсолютно покрылось пылью. В итоге мы быстро на скоряк все это убрали, все потерли, все стали менять все белье. Я и не знал, что есть поезда без кондиционера летом. Ну, возможно, в Индии. Проводники пообещали, что будет немного свежо, если мы тронемся. Но мы сейчас тронулись. Свежо это если открыть окно и если открыть дверь, чтобы был сквозняк. Если мы сейчас закроем дверь, то мы здесь задохнемся. И смотрите, как нам повезло. Ну, правда, это был последний купе рядом с туалетом. Нас друг предупреждал, что там будет, скажем, такой трэш рядом. Простыни, конечно, в таком отчаянном состоянии. Нам придется спать в одежде. Поезд едет действительно быстро. Если не моя стабилизация на камере, я показал, насколько нас колбасит, короче, из стороны в сторону. Ты прям чувствуешь, какая скорость у поезда. Они, видно, торопятся, потому что раньше такие поезда, они ехали с вечера по утро, там, короче, почти 12 часов. Сейчас они едут около 6 часов. Поэтому надо наверстать вот это время, и они прям едут очень быстро. В общем, как оказалось, дается простыня. Она вся такая в странных пятнах. Потом есть еще одна простыня. Я так понимаю, это в виде покрывала. Потом вот такое маленькое полотенце. Кстати, тоже в пятнах. Я надеюсь, оно чистое. Это просто пятна не ассоциируются. И наволочка для подушки. Мишель до этого никогда не занималась заправлением кровати в купе в поездах. И также наши дети, поэтому они сейчас получают опыт. Сейчас сын прибирается, потому что здесь пыль была кругом. После той пыли, которая вылезла вот из всей той вентиляции. Вот сейчас все купе
оно полностью в пыли. Крис решил все полностью здесь убраться, это как бы его косяк. Но и в то же время он просто не хочет спать в таком месте. Мне бы дождаться, когда откроют туалет, чтобы сделать обзорчик туалета. Сейчас пока станция, решил записать, потому что из-за гула, возможно, микрофон не будет работать нормально. В общем, очень жарко, окошко не спасает, как видите, мне пришлось раздеться, благо это наше купе, но приходится держать купе открытое, чтобы был какая-то вентиляция, как говорится. До этого меня ребята предупреждали насчет туалета, так как у нас купе рядом с туалетом. Я думал, да ладно, разве будет вонять, это все-таки за дверью, люди не так часто будут ходить. Оказывается, туалет сам по себе воняет, неважно, люди туда ходят или нет. Когда мы тронулись, когда мы стояли, я этого не замечал. Когда мы стали ехать, к нам стал залетать какой-то запах. Дверь купе, кстати, закрывается тоже через раз. Надо сильно прям бить ее, а когда ты бьешь, это отдается в соседнем купе. Короче, либо ты держишь ее открытой, либо ты ее закрываешь. Изначально я радовался, думал, что хорошо мы встали, хоть запишу что-то. Теперь мы стоим сейчас более 5 минут, а так как воздух здесь не двигается, становится очень жарко. Ты начинаешь прям потеть. Прошло уже более 20 минут, мы до сих пор стоим на непонятной станции. Все с первых полок поднялись наверх, потому что наверху чуть-чуть попрохладнее. Раньше давались стаканы. Сейчас я смотрю, что нам дали. Чай и дали сахар. Но стаканов нету. Если элементарно, если я захочу просто чай попить, у меня это не получится. Вагон ресторана, я так понимаю, все равно здесь уже нету, потому что поезд едет ночью и прибывает рано утром. Маловероятно, что кто-то там кушает в нем, поэтому его изначально, наверное, убрали. Раньше тоже в поездах была кормежка, разносили. Сейчас этого тоже нету. Так, в общем, без кондиционера ветер нам поступает только через вот эту маленькую форточку. И единственное прохладное место это вот мое, потому что ветер дует туда, все остальные места туда ветер не поступает. У меня даже получается переохлаждение, мне приходится сидеть под простыней. Короче, из всех этих мест у меня самое холодное, в других местах жарко-жарко, Нижний Ревел очень жарко. Особенно жарко это на станциях, он периодически останавливается по 30 минут где-то. И вот тупо без ветерка сидим, ждем. По туалетам дети просто посмотрели, поэтому они максимально воду не пьют, чтобы не ходить в туалет.
5:30 утра, мы в Ташкенте. Сейчас попробуем заселиться пораньше, хотя у нас гостиница с 12, и там с 2, по-моему, даже. Тебе холодно? Оказывается, ему холодно. Тебе холодно. Узбекистан. Мы едем в ту же гостиницу, которая смогла нас разместить в прошлый раз. В 6 утра, если примут нас. Мы возвратились в Интерконтиненталь, это International по-новому. Заселение у них с 2, раннее заселение 7 часов. Если пораньше, то полностью 100% за 2 дня придется оплачивать, поэтому мы решили минут 30 подождать и чтобы посчитали за 1,5 дня. В общем, то ли нам не везет с номерами, то ли что. Нам дали тоже на 8 этаже. Такая же планировка, просто с другой стороны. Там тоже проблема со светом. Короче, здесь свет играет. Планировка такая же, но что-то со светом, по-моему, кругом беда. Там немного со светом. Кстати, здесь и есть подсветка под низом. В 8-9 не было. Я так понимаю, в том номере, где мы останавливались, тоже где-то с подсветкой проблема в туалете. Но лучше пойдем в тот номер, который мы уже точно знаем, что у них, по крайней мере, ночью будет хоть посветлее, чем в других местах. Вот здесь в туалете подсветки нету. Все-таки в этой комнате тоже что-то не работает, но, по крайней мере, все остальные светильники, они работают. Подсветка за телевизором, вот это все присутствует. Мы уже здесь останавливались до этого, поэтому я попросил девушку на ресепшене, чтобы она дала именно этот номер, потому что мы знаем наверняка, что здесь будет свет. А так сейчас с комнаты в комнату они будут нас переселять, либо ждать инженеров. В прошлый раз мы ждали инженера аж целый час, чтобы только лампочку нам принесли. Поэтому у нас нету времени, нам быстрее надо искупаться, отдохнуть. Потому что в 3 часа у нас цирк запланирован сегодня. Походу, по-моему, кондиционера здесь нету. Немного так душновато. Имеется запах животных. Но мы сидим на 2-м ряду. Спасибо нашему другу Батыру. Он сделал заказ прям близко-близко к сцене. Такие необычные молокоматы. Наверху у них есть отдельные пластиковые бутылки. Открывается дверца, вставляется бутылка. Дети никогда не видели, даже жена никогда не видела, как грецкий орех растет. Вот такой зеленый плод. Он ничем не похож на грецкий орех. Бешпармак. Какой-то необычный, султанский. Нет, это, скажем так, адаптированный узбекский. Что здесь кругом лестницы и вот такие порожки. Здесь инвалиды, короче, ну никак на метро не покатаются. Кстати, переход тоже красивый, но опять же таки заменили все лампочки. Вот эти лампочки, они намного красивее должны были светить. А сейчас стоят простые китайские. Плюс здесь лепка такая. Я понимаю, лепка, наверное, и вентиляция, потому что у них